Как Южная Корея относится к русским? По отношению к русским, а точнее россиянам в Южной Корее. Мы южные корейцы. Вопрос по отношению к нам, корейцев, актуален. Ведь Южная Корея – один из важнейших союзников США в Азии. Западная пропаганда, как мы отлично знаем, щедрыми мазками рисует из России образ врага. СССР заметно повлиял на события на Корейском полуострове. И вот мы приезжаем в Южную Корею. Какое отношение стоит ожидать? Будут ли корейцы доброжелательны, когда узнают, что мы из России? СССР и Корейская война. Конечно, может, я слишком глубоко копаю, но лично меня перед поездкой в Сеул отношение корейцев к нам реально волновало. Просто участие СССР в жизни Кореи было, прямо скажем, неоднозначным. Сначала СССР и США во время Второй мировой войны освобождали от японцев Корейский полуостров. Затем Корея была временно поделена по 38-й параллели. Вначале это были просто зоны ответственности стран-союзников. Но потом началась холодная война, и Корея была разделена на северную и южную. Уже во времена Корейской гражданской войны СССР неофициально принимал участие на стороне северян. Да и потом СССР много лет помогал Северной Корее. Потому задуматься есть о чем. Однако, когда я решил прямо спросить нескольких корейцев про их отношение к России, ответ меня удивил. И в хорошем смысле. Собеседники ответили, что благодарны СССР за освобождение Корейского полуострова от японских оккупантов. А что потом? Геополитика, к нам никаких претензий. Конечно, не знают, что Россия наследница СССР, но есть политика, а есть простые люди. В конце концов, они понимают, что произошедшем куда больше роль северян и Китая. Здравое рассуждение взрослых умных людей, не так ли? Россия, США и Южная Корея. Также расскажу насчет пропаганды. Во время поездки в Сеул много смотрелось корейское ТВ и фактически ни слова про Россию. Антироссийская риторика в Корее, да если она и есть, то ее крайне мало, и она где-то там, на политических задворках. Про нас вспоминают только когда в Корее происходят громкие происшествия с участием россиян. Например, когда российский корабль протаранил мост в Пусане. Корейцев куда более волнуют отношения с Китаем, Японией и, конечно, Северной Кореей. Экономика Южной Кореи завязана на США, Японию, Китай и Австралию. Современная Россия, что им до нас? Корейцы чудовищно эгоцентричны. Весь мир вращается вокруг их любимой внутренней свежести, официальное название Республики Корея. Остальные страны волнуют их постольку, поскольку это как-то влияет на жизнь корейцев. А Россия в Восточной Азии практически не присутствует. Возможно, кому-то покажется обидным, но корейцы вообще никак к нам не относятся. Для большинства корейцев Россия это просто вроде бы знакомое наименование страны с другого конца планеты. Конечно, встречается скрытый или откровенный шовинизм, но это не самое хорошее отношение не к россиянам, а в принципе ко всем белым чужакам. Однако в большинстве своем корейцы доброжелательны. Забавно, в Сеуле очень часто на улице подходят корейцы и спрашивают: «Ты из США?» Оно и понятно, Америка it's окей. Но когда ты говоришь, что ты из России, на корейских лицах появляется характерно задумчивое выражение лица. Они не знают, как нас воспринимать. Кстати, аналогичная задумчивость возникает, если ты говоришь, что ты из Европы. Я проверял. И тут ничего обидного, просто корейская эгоцентричность действий. Кстати, по отношению к тем же американцам испытывают восторг далеко не все корейцы. Есть благодарность, понимание, важность присутствия США на полуострове. Но также напрягает вмешательство Америки во внутренние корейские дела. Американские морпехи с размещенных в Корее баз то и дело становятся участниками скандальных происшествий. Русские в Сеуле? В целом же можно не париться на тему прошлого и какой-то пропаганды. Общение с корейцами происходит на вполне адекватном уровне. Как вы будете себя вести, так и будут к вам относиться. Конечно, корейцы не всегда рады видеть белых, что вообще-то характерно для всей Азии. Но в любом случае корейцы будут вежливы и оставить свои мысли при себе. А вы можете проголосовать ногами и деньгами и уйти в другое заведение. Или просто не обращать внимания. Если же вы в Корее по делу, вас прежде всего оценивают как специалиста и как возможную прибыль для бизнеса. Для корейцев это много важнее. Наши в Корее успешно работают и ведут бизнес. Конечно, не все просто, однако новой жизнью довольны. Плюсы значительно перевешивают минусы. И в целом же южные корейцы про нас ничего не думают и думать не хотят. Иногда к нам проявляют любопытство, но тут же возвращаются к своим важным корейским делам. С вами был Серпень. Благодарим за просмотр. Оставайтесь с нами и до новых встреч.